Вот так вот проходит наш первый вечер в Мехико-Сити. Да, Юлька, тебе вкусно? В отеле 4 звезды, шикарно, так в отеле, очень вкусно, да, кстати. Прикольный холл. Нас кормят бесплатно. И не только нас, всех кормят в холле. Ресторан не работает сегодня. Ну так вроде ничего. К вечеру начало холодать, где-то около 12 градусов, наверное, сейчас на улице. Здесь тепло. Как-то так. Веселая ночь. Денечек. Расскажем? Расскажем. Смотрите. Мы приехали на наш 11 этаж, и с первого взгляда он очень напоминает какой-то такой, знаете, лабиринт. И очень интересная нумерация номеров. Я даже не сразу догадалась посмотреть, что они написаны снизу двери. Вот, собственно, это наш номер 11112. Пойдемте к нам в гости. У нас опять панорамное окно с прекрасным видом на Мехико-Сити. В общем, номером мы безумно довольны, ребят. В этом плане Мехико-Сити мне уже нравится. После джунглей-то, конечно, будет нравиться. Цивилизация. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Все, Саша. Давай мы... Я придумала. Давай мы никуда не будем ходить. Давай мы будем сидеть в номере все 4 дня. Давай. Ты что хочешь? Землетрясение. О, Саш, выходить надо. Это землетрясение, я серьезно не шучу. Точно, землетрясение. Саша, выходим. Давай туда. Лестница, нужна лестница. Нет, бежать туда. Да. Ребят, нахера что приехали в Мехико-Сити? Землетрясение. Ох, идем. Перебегай. Ох, идем. Перебегай. Че, бежим вниз? Да. Ты карточку взяла? Да. Ни хрена ж все заселились. Попали под землетрясение. Ты видел, как отходил пол? Видел. Надо подальше отходить от зданий. Ноги трясутся, пипец. Я больше не хочу подниматься на 11 этаж. И теперь никогда, ни за что, в сейсмоопасных городах я не буду просить этажи с красивым видом. Все выбежали на улицу, конечно, я даже не заметила, когда они с того этажа, здание ходило ходуном, вы, наверное, видели, о, господи, у меня ноги трясутся, видели, как прошивка здания между двумя корпусами просто разошлась и обсыпался бетон. Давай-ка мы с тобой отойдем, пожалуйста, тоже кажется. к маленькому зданию. Perdone? Perdone? Потом я бегу, думаю, нахуй мне этот паспорт. О, русские ребята сыпятся. А ребята, девчонки, вы давно здесь? Это такое... Это в первый раз такое случилось? Мы только заехали, только зашли в номер, и началось. Привет. 11 этаж. Снимаем номер, и как раз все это началось. У нас вот так между двумя корпусами обшивка ходила, трещина появилась. Я думала, мы перепрыгивали просто. С ума сойти, я реально вот повторюсь. Я надеялась, что я никогда Девчонкам говорю, берите паспорта, все, потом, ну это же потом да нахер эти паспорта. Подошла к ребятам, ребята, они классно спаслись, они прям с пивом. Я говорю, ребят, можно скупить пиво? Они меня просто угостили. У всех трясутся коленки, ребят. Спасибо, mucho gracias. Ой, блин.
общем, ребят, стоим на улице, честно говоря, никто не понимает, что делать, потому что, как мы все знаем, что толчки не бывают единожды, их бывает, ну, как бы несколько. Все вот стоят и никуда не уходят. Мы просто, ну, настроение, конечно, уже все так очухались, улыбаются, смеются, но фиг знает, номер идти, ну, совершенно не хочется, поверьте. Я еще не знаю, остался ли наш номер, или там уже Давай отвалилось. покажем наш отель с улицы. Вот так вот он выглядит. Вот эта часть, вот эта зона, ребята, она как бы отошла. Вот то, что мы А мы в перепрыгиваем. той зоне живем. Такая же, да, часть? Вот да. пристройка или что? И она отошла, я не знаю, еще там нет ли трещины, можно ли попасть в номер, я не знаю, что Как я, трещины? я Она схватила же была. сумку, не знаю, все ли там документы, девчонки вообще успели сказать только какие-то украшения, которые только что купили. И, в общем, самое дорогое спасла это сережка. Вот, поэтому никто не хочет никуда возвращаться и вообще не понимаем, что сейчас будем делать. Юлька, маме строчит, что все нормально. Сейчас все насмотрятся новостей, блин, Мехико, землетрясение. Естественно, родители переживать будут. Я сама, знаете, скажу, я переживала в детстве землетрясение. Но у меня первые несколько секунд мозг отказывается понимать, что происходит. А потом, вспоминая, что в Мехико происходило недавно, понимаешь, главное успеть добежать с этого гребаного 11-го этажа, зачем его попросила, до низа. И теперь стоим и понимаем, как бы нам кто-то сообщит, заходить, не заходить, что делать. Ну, весело. Визуально, вот это наш отель, он весь стеклянный. Мы вот в том корпусе, вы видели, как он ходил. Там щель такая, расщелина, я бы сказал. Но визуально все нормально. Ни одно стекло не лопнуло. Рядом здания тоже высокие. Все хорошо, никого не видим. Но в отель нас пока не пускают. Стоим здесь. Самая проблема, что ночью в Мехико очень холодно бывает. Ну, если что, я сниму Ночью кофточку. 10 градусов обещают, 9-10, не выше. Это днем 22-25, может быть. Надеюсь, до того момента все закончится, нас всех запустит, и больше это не повторится, ребят. Не дай бог никому, вот даже в таком лайт-варианте, безопасном, скажем так, все обошлось, мне это не пережить. Не надо. Мы только сегодня прилетели в Мексико. В Мехико, да. 2 дня добирались. Все говорят Мексико, только в России почему-то Мехико, поэтому... сегодня у нас какое число, Юль? Сегодня 15? 16. 16 февраля. Мы только заселились, начали снимать это землетрясение. Все, в общем, землетрясение выпустим прямо сегодня. Ну, у вас уже это 17-е будет. Все остальные передачи по ходу нашей жизни, наших передвижений, нашего путешествия и трипа по Центральной Америке. Еще смотрите и узнаете, почему не надо ехать в Мексику с коптером. Смотрите, людям из отеля вынесли тапочки, многие выбежали босиком, люди выбегали, и сейчас сотрудники отеля раздают тапочки тем, кто не смог обуться. Потому что, ну, это реально стоять на земле босиком, это... В общем, не понимаю, ждем чего мы, то ли обследуют здание, то ли второй толчок, то ли ждут какой-то команды. В общем, на улицу никого никуда не пускают, темнеет тем самым временем. Молодцы, смотрите, ребята раздают воду, опять-таки из отеля выносят, раздают воду людям, потому что стоять, я так понимаю, нам еще долго. Но у нас теперь есть бутылка воды, мы, слава богу, в обуви, летают вертолеты постоянно над головами. Сразу после толчков скорые ездили. Полиция вся на ушах. Да, что-то есть полиция, вертолеты, скоро, вот дали тапочки, дали воду. Я надеюсь, может быть, они еще потом утепление какое-то дадут, потому что уже начинает холодать, ребят. Que en relación al sismo no hay afectaciones considerables. Permanezca en zona segura y ante cualquier emergencia llame al sistema de emergencia 911 o toque el botón de auxilio de la cámara más cercana. Por su atención, gracias. Все говорят ура, видимо, закончилось. Да, видимо, да, мы ничего не поняли по-испански, но что объявили, люди радуются. Значит, начали, говорит, запускать в отеле. Надеюсь, это не повторится. Пойдем. Ребят, извините, что звук будет отличаться. Пишем на iPhone, камера села, все батарейки, все наверху. Сашка не успела его схватить. В отель запустили, но не пускают на верхние этажи. Что-то проверяем. Пошли. Опять началось. Опять началось. Люди зашли в лифт. Нас выгнали из туалетов, сказали уходить. А люди зашли в лифт, дураки, их предупреждали, ни в коем случае в лифт не садитесь. Опять сели. Опять нас всех выгнали. Фух, да что ж такое, блин? Они сейчас в лифте, прикинь? Что-то я уже не хочу жить в Мехико-Сити, я не хочу здесь останавливаться. У меня, знаете, какое желание сейчас, вот честно, собрать сумки, арендовать машину и валить отсюда нафиг, вот честно. Por lo cual se les recomienda que permanezcan en zona segura y ante cualquier emergencia llame a la línea de emergencia 911 o bien presione el botón de auxilio
domicilio de la cámara más cercana. Por su atención, gracias. Я чувствую, ночевать мне сегодня придется вот здесь в холле, вот так же на полу, подперевшись чем-то. После землетрясения, я так понял, здесь 2 корпуса, 2 здания смыкаются. Вот именно в этом месте все ходило ходуном. Ну, заглянем в номер. Что же у нас в номере? Даже табличка отошла. А в номере все нормально. Только воды полно. Так, свет. Больше не горит. Так. Мы видели сверху, откуда-то лилась вода. И вот она сюда долилась. Свет включил. Ох, тут все протекло. Вода. Вода здесь рядом с кроватью. Вода у окна. Я пошла по лестнице, в лифт заходить не хочется. А я поднялся на лифте, вроде все нормально. Отвалилось все, что только можно. Мне кажется, мой ленивец бедный посидел. У нас воды полно возле окна на полу. Ты уже был, да? А кто На забыл? столике возле кровати. Открывай. Да. Да ладно, откуда? Я ж тебе показывал, лилось по окнам. Где-то прорвало водопровод. Дубль 2. Точно, у нас полная комната воды. Ты как, мой друг? Испугался, да? Привезла тебя из Коста-Рики, оставила в номере свинья. Так бежал, так бежал. Ой, ребят, честно, жутковато и... Как будешь спать, Юль? Вот я не знаю, мне такое ощущение, что надо спать в одежде и заготовить заранее сумки. Как это было когда-то в Казахстане в моем детстве. Потому что, кто его знает. Будем надеяться, что на этом все. В общем, как вы понимаете, желания сидеть в номере у нас нет. Пойдем мы наконец покушаем. Мы голодные, холодные. 2 дня добирались до этого Мехико. Здесь до сих пор видны следы того, что произошло. Отвалилась штукатурка, пожарный кран. Это отвалилось от пожарной сигнализации. Да, что-то заливает водой. Вот здесь вот мокрые пятна. У нас в номере тоже мокро. В общем, да, отельчик, конечно, пострадал. Здесь все кусками, смотри. Подойди сюда, Саша. Здесь вот прям как будто смещение стены произошло. Сместилось, Да, ой. сильно сместилось, оно все. Ой, здесь вообще все ходуном ходит. В общем, Вот настолько мы ушло, а там видно большую толстую щель. Ох. в общем, как вы понимаете, ощущение было не из приятных. Сейчас мы выяснили по новостям в интернете, оказывается, произошло мощное землетрясение в штате Оахака, соседний штат, ехать не больше 4 часов. Когда мы туда поедем? Скоро, через несколько дней. Была магнитуда землетрясения 7,2 балла, и действительно отдалось сюда, в Мехико. 1000 жителей Мехико выбежало на улицу, собственно. И мы были среди Мы них. были среди них, вы с нами. Вот. В общем, это, оказывается, в соседнем штате произошло вот такое достаточно мощное землетрясение. Так что да. Ощущение такое, знаете, адреналинчик в крови, до сих пор не хочет успокаиваться. Сумку собрали, буду спать в джинсах и в кофте теплой. Самое главное спать в теплой кофте, здесь холодно. А ты вот по лестнице поднималась, там все нормально на лестнице? Слушай, ну вроде да, я не знаю, но очень тяжело подниматься, но я просто боюсь, я лезть в лифтах, если честно. Я надеюсь, сейчас все уже успокоилось, больше толчков не будет. Я рискну туда зайти, но что-то отвалилось. Хотели зайти в ресторан, гостиницу, говорят, не работает, все носит сюда вниз. Ну, как бы не понимаю, люди боятся подниматься или что случилось. Сюда возят еду, И люди кушают. людей кормят реально вот здесь вот внизу. Мы с Сашкой смелые, что ли, самые, или самые дурные, поднялись в номер, решили пойти поужинать. Все сидят в холле, все кушают в холле, из ресторана, туда все таскают. Ресторан не работает для нас, так что посидеть. Но землетрясение сильное. Ну да, вон там шведский стол организовали, пойдем покушаем. И вот мы взяли еду
Ребята в гостинице просто молодцы. Приготовили горячую еду, горячий кофе. Это все, ребят, бесплатно. Все сидят, ну, где придется. Мы нашли себе местечко, чтобы покушать. Вот. Видимо, пока лучше в номер все-таки не подниматься. Ну, иначе бы все-таки отправили бы, наверное, людей в номера. Вот. Будем кушать здесь. Все горячее, все вкусно, все мексиканское. На полу, как все. Да, как все на полу, ничего страшного, мы такие же люди, присоединимся к компании. Вспомним работу в кино, наши киношные смены. Вот так же набираем еду и кушаем, кто где может. Все, я пошла есть. Приятного аппетита, хоть в такой сложной ситуации, но ребята молодцы, отель молодец.